Всем большой привет! В первом начальном видеовыпуске мы разбирали оригинальную трактовку барабанной партии песни группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit» и на ее примере учились снимать с записи свою партию с помощью программы Transcribe. Для начинающих драмеров эта песня далеко не из простых. И что же теперь делать, если в принципе все понятно, но у нас не хватает техники сыграть партию барабанов именно так, как в оригинале, а все эти ноты барабанных партий нам пока что не помогают. И здесь мы сами решаем, пытаться что-то все-таки играть или ждать лучших времен, когда мы каким-то чудесным образом достигнем уровня Дэйва Гролла или Дэйва Векла, например. Лучшая музыкальная школа – это кавер-бенд. Кавер-бенды бывают различных музыкальных направлений, профессиональные и не очень. Но главное, что там не обязательно мучиться и пытаться играть все так, как написано в нотах. Это не симфонический оркестр. Учитесь играть на слух. Для примера сыграю под минус упрощенную версию барабанной партии той же самой песни, чтобы было понятно, о чем я говорю.
Я не навязываю именно этот вариант. Просто для начала всегда старайтесь сыграть самое основное в своей партии. Настолько хорошо, насколько сможете сыграть в данный момент. Проявляйте свою собственную музыкальность, но не делайте слишком много филов. Все это касается не только барабанщиков, но и остальных музыкантов, и вокалистов в том числе. И поверьте моему опыту, только действительно посвященные заметят какие-то изменения, сделанные вами. А если исполнить свою партию, пускай по-своему, но зато четко и культурно, то все нормальные музыканты только похвалят вас за это. Поймите, когда каждому из группы будет легче и свободнее играть свою партию, тогда и вся группа в целом прозвучит качественней и позитивней. В результате положительная энергетика вашего коллектива вам же и возвратится от публики. А как известно, хороший фидбэк – это и есть успех. Если вы играете танцевальную программу, то ваша версия любой популярной песни может очень сильно отличаться от оригинала скоростью темпа, последовательностью частей, стилем аранжировки и так далее. Кстати, диджеи в своих каверах известных песен только этим и занимаются, пытаясь сделать свои клубные миксы более танцевальными, а значит и более популярными. Именно по этой причине ту же самую песню мне приходилось играть с кавербэндом даже в стиле ска и в темпе 142, тогда как роковый оригинал идет в темпе примерно 116. И в данном случае эта наша версия была более уместна, чем оригинал. Возможно, кто-то назовет это кощунством. Ну и пусть, ведь критиков всегда больше, чем практиков. Точный результат таких экспериментов становится очевиден только благодаря реакции публики. Лишь тогда вы поймете, стоило ли вам так коверкать песню или нет. Кстати, есть и обратные примеры, когда некоторые фермачи иногда наоборот усложняют аранжировки известных песен практически до неузнаваемости. И опять-таки только по реакции публики будет понятно, стоило ли так все усложнять. А некоторые команды, например, пытаются петь и играть один в один с оригиналом. Какой из этих вариантов выберете вы, зависит от вашего музыкального опыта и той аудитории, перед которой вы собираетесь выступать. Включайте свою интуицию. Все вышеизложенное касается не только какой-то одной песни. Речь идет о составляющих моментах успешной реализации вашей музыкальной деятельности. Ну а мы в следующих выпусках будем разбирать интересные барабанные партии в различных стилях популярной музыки.